Мы сейчас прослушали джазовые композиции, и я вот о чем подумал. Музыка, которую мы слушали, ее композиционный строй, гармония, ее ритмический рисунок, казалось бы, очень далеки от того, что принято называть традициями. И вот в связи с этим мне хочется обратиться с вопросом к Рафику Бабаеву. Рафик, скажите, пожалуйста, на примере какой музыки вы учились играть джаз и создавать джазовые композиции? В 50-е годы, когда я формировался как музыкант, для меня примером служили такие музыканты, которые сейчас стали классиками джазовой музыки, как Паркер, Колтрейн, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Питерсон, Билл Эванс. Осмысливать эту музыку мне помогало изучение мировой классической музыкальной культуры. Но направление в музыке, джазовой музыки, определилось после того, как я в 1957 году в Москве на Всемирном фестивале молодежи студентов услышал московский коллектив, в котором играли Рычков, Капустин, Горонян, Зубов, Бахолдин, Горедкин. Они тогда поразили меня национальной самобытностью и нетрадиционностью. Да, действительно, джаз давно вышел за рамки традиционной американской культуры. И в первую очередь это произошло потому, что музыкальные традиции родины джаза перестали удовлетворять требованиям, поискам джазовых музыкантов многих стран мира. И они обратились к народным истокам своих стран, своего народа. Вследствие чего джаз получил самостоятельное развитие в этих странах, в частности и в нашей стране. Лично я, обучаясь игре джазовой музыки, изучал традицию и творчество таких музыкантов, как Горонян, Чижик, Мустафа Заде, Кролл, Зубов, потому что они в своем творчестве, в своем импровизационном мышлении опираются на народные истоки, на народное творчество, на народную культуру. Собственно говоря, та музыка, которую мы играем, она своими корнями опирается, конечно, на азербайджанский мугам. Это естественно, потому что это для нас дорого и близко. Но многие зарубежные джазовые музыканты в последнее время стали все чаще обращаться к восточной музыке. Мне кажется, что это тоже естественно, потому что восточная музыка в себе еще таит очень много неизвестного и интересного. И мне кажется, что это является одной из вех развития современного джаза.